Бездомные дети, живущие на улицах Найроби, столицы солнечной и бурной Кении, попрошайничают, чтобы каким-то образом выжить в этом суровом, зачастую безжалостном мире, полном лишений и невзгод. Каждый день они сталкиваются с множеством трудностей. Для них каждая мелочь, каждый цент может стать настоящим спасением, необходимым для того, чтобы удовлетворить свои элементарные потребности, такие как еда и кров. Среди этих детей был и Джон Туо, который словно олицетворял все страдания и надежды своего поколения. Он стоял на людном светофоре, на который всегда приходили автомобили, и когда свет становился красным, он подходил к водителям, прося немного мелочи. С надеждой в глазах он надеялся, что кто-то из них проявит милосердие и даст ему несколько монет, способных подарить ему возможность поесть что-то горячее, может быть, какую-нибудь традиционную кенийскую окончательную еду. Однако однажды, в один из тех обычных дней, когда надежда казалась более призрачной, чем обычно, Джон встретил очень необычного пассажира, и эта встреча навсегда перевернула его жизнь. Эта женщина, сидящая в автомобиле, стала для него символом надежды и перемен, открыв перед ним новые возможности и перспективы, о которых он даже не мог мечтать в своих самых смелых фантазиях. Ее звали Глэдис Каманде, и она была удивительным человеком, наполненным жизненной силой и крепким духом, несмотря на все испытания, которые ей пришлось пережить. Когда Джон заглянул в окно ее автомобиля, он сразу же опешил от увиденного. Он заметил несколько больших устройств и аппаратов, подключенных к Глэдис. Его любопытство только усилилось, и он, стараясь быть вежливым и не навязываться, спросил ее, что это за аппараты и почему она подключена к ним. Глэдис с доброй и теплой улыбкой, в которой проскальзывала легкая грусть, пояснила ему, что у нее случился коллапс легкого, и теперь ей надо постоянно носить с собой кислородный баллон и генератор, чтобы поддерживать свое дыхание и жить полноценной жизнью. Джон, прожив всю свою жизнь на улице и видя множество горя и страданий, ни разу не видел ничего подобного. Он был потрясен не только странными устройствами, но и тем, как эта женщина, несмотря на свои непростые трудности, сохраняла спокойствие и достоинство. Его сердце наполнилось сочувствием и пониманием того, что мир полон испытаний и тягот, которые испытывают люди, и что жизнь может быть куда более сложной, чем он думал, и что на свете существуют люди, которые страдают не меньше, а, возможно, даже больше него. Как и любой ребенок его возраста, Джон не мог сдержать своего любопытства и продолжал задавать вопросы, пытаясь понять, через что прошла Глэдис. Оказалось, что Глэдис, будучи 32-летней женщиной, уже перенесла 12 операций, и каждая из них оставила свой след на ее здоровье и качестве жизни. Одна из операций повредила ее зрительный нерв, сделав ее слепой, что стало для нее огромным испытанием, которое она преодолевала с невероятной силой духа. Слышать такую трогательную и вдохновляющую историю от Глэдис сильно тронуло Джона. Он не смог сдержать слез, катившихся по его щекам, и в этот момент он понял, что их обоих объединяет нечто большее, чем просто тяжелые обстоятельства. Его жизнь была тяжелой, полной лишений и страданий, но в то же время он чувствовал, что бывают случаи и хуже. Это осознание лишь усиливало его сопереживание. Он понимал, что, несмотря на свои трудности, у него все же есть возможность делать добро и помогать другим. Мальчик, полный решимости и добрых намерений, спросил Глэдис, что он может сделать, чтобы помочь ей. Это был искренний порыв. Он хотел сделать что-то важное, показать, что даже в условиях крайней нужды можно не терять человечности. Глэдис, почувствовав его доброту и наивность, взяла его за руку и предложила ему помолиться вместе, чтобы найти утешение и надежду в этой непростой ситуации, даже если ее руки были связаны с болезнью. После того, как они помолились, Джон, искренне желая сделать что-то значимое, не был удовлетворен своим поступком. Он достал все деньги, которые ему дали в тот день,
и, не задумываясь, отдал их Глэдис, будучи уверенным, что эти деньги ей нужнее, что они смогут помочь ей в ее трудной ситуации. Но то, что произошло дальше, оказалось еще более удивительным и неожиданным. Прохожий, услышав их разговор и увидев эту трогательную сцену, сфотографировал их и в тот же момент поделился этой историей в интернете. Пост быстро набрал безумную популярность, распространяясь по социальным сетям, и вскоре его увидели тысячи людей, тронутых теплотой и искренностью этого момента, с желанием помочь, оценив человеческую стойкость, поддержку и доброту. Несмотря на все трудности, история Джона и Глэдис вдохновила и объединила людей из разных уголков мира. Тысячи пользователей, тронутые этой невероятной историей, организовали специальную кампанию, чтобы собрать необходимые деньги на лечение Глэдис. Общество активно откликнулось на призыв о помощи, и в результате удалось собрать около $80 тысяч, что было просто невероятно, учитывая, что это произошло всего за несколько дней. Глэдис, будучи безмерно благодарной маленькому мальчику, чья доброта и самоотверженность изменили не только ее жизнь, но и жизнь других, приняла решение позаботиться о Джоне. Теперь парень будет посещать школу, вместо того, чтобы жить на улицах без надежды на будущее, и, наконец-то, получит шанс на лучшее будущее, о котором мечтал. Будучи хоть и юным, Джон обладал способностью мечтать о новых высотах, но также понимал важность образования и умение страховать себя от будущих трудностей. Глэдис, тронутый добротой Джона, решила его усыновить. Их жизни навсегда изменились к лучшему. Вместе они стали не только друзьями, но и настоящей семьей, поддерживающей друг друга в сложные моменты жизни. Джон начал учиться, получать образование, стремиться к новым достижениям, в то время как Глэдис, несмотря на свои сложности, стала ему настоящим наставником и примером силы. Она научила мальчика доброте, состраданию и важности поддержки друг друга. История Джона и Глэдис быстро разлетелась по всему миру, и к ним потянулись люди, желающие помочь. Среди них был и известный кенийский врач, доктор Отиенга, специализирующийся на лечении заболеваний легких. Он узнал о Глэдис и ее проблемах и предложил ей бесплатную консультацию и лечение. Отиенга был уверен, что сможет найти способ улучшить ее состояние и вернуть ей возможность дышать полной грудью. Глэдис была взволнована этой возможностью. Она знала, что лечение будет долгим и трудным, но теперь у нее была надежда на выздоровление. Джон тоже был счастлив за Глэдис. Он видел, как она страдала, и мечтал о том, чтобы она снова могла жить полноценной жизнью. Отиенга начал лечение Глэдис, применяя новейшие методы и технологии. Он также помог ей найти специалистов, которые могли бы помочь ей с восстановлением зрения. В это время Джон продолжал учиться в школе. Он был отличником, и его учителя отмечали его усердие и талант. Он всегда помнил о том, как Глэдис помогла ему, и старался учиться как можно лучше, чтобы не подвести ее. Спустя несколько месяцев лечения Глэдис почувствовала значительное улучшение. Она снова могла дышать без кислородного баллона, а ее зрение частично восстановилось. Она была безмерно благодарна Отиенга и всем, кто помог ей в этой сложной ситуации. Джон тоже был счастлив за Глэдис. Он видел, как она расцвела, как ее глаза снова засияли радостью. Он понимал, что она теперь могла жить полноценной жизнью, и это делало его счастливым. Глэдис и Джон стали символом надежды для всех, кто верил в доброту и человечность. Их история вдохновила многих людей по всему миру, показав, что даже в самых трудных ситуациях можно найти свет и поддержку. Джон продолжал учиться, мечтая о том, чтобы стать врачом и помогать другим людям, как Отиенга помог Глэдис. Он знал, что у него есть все шансы на светлое будущее, и он был готов сделать все, чтобы осуществить свою мечту. Глэдис, восстановив свое здоровье, начала помогать другим людям, которые оказались в трудной ситуации.
Она создала фонд помощи бездомным детям, чтобы дать им шанс на лучшую жизнь. Джон и Глэдис, два человека, которых судьба свела вместе в самых трудных обстоятельствах, стали символом надежды и доброты. Их история напоминает нам о том, что даже в самых мрачных уголках мира всегда есть место для света и любви. Эта удивительная история служит напоминанием о том, как каждый из нас может изменить жизнь другого. Даже маленькие добрые поступки способны создать большие изменения, и как в конечном итоге наша поддержка может принести надежду и свет в темные времена. Время, проведенное вместе, создало у Джона не только крепкие знания, но и крепкие жизненные принципы. Глядя на успехи своего нового сына, Глэдис чувствовала, что его достижения были и ее достижениями, и их объединяла безграничная любовь и доверие друг к другу. Вот такая невероятная и вдохновляющая история, полная надежды и перемен, которая напоминает о важности выбора – делать добро или оставаться безразличным. Дорогие друзья, если вам понравилось это трогательное и вдохновляющее видео, поставьте, пожалуйста, лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где вы найдете еще много интересного и вдохновляющего контента. Ваши поддержки и комментарии действительно важны для нас.